что война — это такое время, когда ты не можешь жить, как ты жил раньше. Мы все сейчас на войне. Просто кто-то на войне, и его война в том, чтобы закрываться от новостей и делать вид, что ничего не происходит, и это тоже требует энергии. Там кто-то на войне, когда он помогает беженцам, а кто-то на войне на фронте. Просто у нас вот военное время. Ну и я вдруг поняла, что да, что сейчас приедет куча ребят, и они никуда не собирались. И часть из них вообще не хотела никуда ехать. И их никто не спрашивает, хотят или не хотят. И вот они приедут в какое-то место, где они, не знаю, не могут выйти из дома, потому что непонятно вообще, что тут происходит. Идти некуда, все говорят на каком-то непонятном языке. Классно показать им тот Иерусалим, который я люблю. Мне кажется, тут очень важный, кстати, герой нашего проекта — Иерусалим. Я в нем не родная, но при этом я его люблю. И я, может быть, могу им как-то стать проводником и показать, за что я его люблю. Я очень много думала в первом месяце своей миграции о том, что мне помогает, почему мне не очень худо. И я поняла, что очень классно приезжать в место, даже если ты скучаешь по вот тому своему предыдущему, но невероятная привилегия приезжать в место, которое ты любишь. Невероятная привилегия любить новое место, в котором ты живешь, даже если ты там оторван, ты ничего не понимаешь, но это прямо дает очень много сил. Мне очень понравилось, когда мы вышли из вот этих маленьких улочек на улицу, а вы как раз начали звуки вот эти издавать. Мы прошли мимо этих чуваков с гитарой, и как бы мы в каком-то своем мире вот с этими звуками, а они там играют на гитаре, это вот что-то параллельно какие-то реальности. Я часто так делаю. Захожу куда-нибудь с наушниками, снимаю наушники и как сумасшедшая сижу и слушаю. Я в Петербурге не адаптировалась, мне кажется, так, как здесь с прогулами. Правда. Прогулы — это что-то, что меня спасло. Но это был островок, за который я держалась, и я никогда бы не смогла прижиться здесь настолько без прогулов. На прогулах я нашла почти все свое окружение. Это потрясающее место. Я сначала очень боялась туда идти, потому что мне казалось, что там уже все друг друга знают, и что всем как-то не будет хотеться со мной общаться, потому что я вот новая. Мы пошли в студию анимации к Максу Эпштейну. Там было очень здорово. Я и в первый же день подружилась с Платоном. Мы дружим и по сей день. Когда я пришла, нас было 3 или 2. Сейчас там уже человек, в чате 380. Но сейчас ты приходишь, там какая-то огромная туча людей, постоянно кто-то новый приходит, ты что-то с ними общаешься, они поначалу тоже сидят такие, не понимают, что происходит, а потом осознают, что тут все очень хотят принимать друг друга такими, какие они есть, что все очень доброжелательные, дружелюбные. И ты внезапно становишься зависим от того, чтобы туда прийти каждый четверг. Я обожаю Настю. Ее какая-то вера в возможность мирного сосуществования и любовь к людям и способность у них что-то видеть меня поражает. Я очень тоже так хочу. Сегодня я могу все, весь я состою из энергии и желания сделать мир сплоченней. Я Махатма Ганди, Человек-паук, плащ черный. Точно так же, как раньше и в будущем, будет падать листва на асфальт. Точно так же в мечтах или в сужденном будут люди любить и мечтать. Точно так же, через 1000 лет, как и 1000 лет уже как, будут
будете лечить и болеть, варить чай, согревать свой очаг. Будут дальше шуметь эшелоны, улетая в неведомый мрак. Будут тихо шептаться влюбленные, будут снова срываться до драк. Ветер будет все так же взвывать, будут волны взрываться в штормах. Укрываться под пледом, читать, будут за полночь за руки взявшись в серо-красных панельных домах, пока улицы лишь безучастно будут топнуть в колючих снегах. Мама приехала домой и сказала: Соня, есть вероятность такая небольшая, что мы уедем на 2 недели в Израиль, и через 8 часов утром рано перед школой мама говорит: ну, мы взяли билеты, мы уезжаем, обратных нет. Я очень заплаканная приехала в школу, но там никому, кроме учителей, не сказала. У меня, получается, оставалось 4 дня до отъезда. Ну, у меня было очень мало вещей. Мне главное, самое главное для меня было вывести лонгборд, и в целом все. Ну вот, Слэм со мной переехал тоже. Я очень дико со всеми как-то общалась. В конце концов, всем сказала. Моя математичка подарила мне торт в виде ежа. Моя химичка подарила мне вот это вот кольцо с птичками. Сказала, это перелетные птицы, они возвращаются. И я уехала сюда. Мы с сестрой писали в лифтах всякие надписи, неподобающие, как считали наши соседи. Мы писали «Нет войне», «Мир Украине», «Свободу России». Соседи в итоге пошли по самому удобному для себя пути и написали на мою маму донос. Очень страшно было, когда я ехала в метро в школу, и мне казалось, что ничего не изменилось. Что я там, не знаю, еду и реву, а люди... Ничего у них не случилось, они как были, так и есть, и едут к себе на работу. Кажется, что ничего не изменилось в окружающей среде, но ты постоянно чувствуешь, что сейчас на тебя напрыгнут и схватят. И я очень неспокойно себя чувствовала. Вот, поэтому я хотела переехать. Я очень боялась встретиться с кем-то из Украины. И я все время пыталась понять, а что я вообще ему могу сказать. Я скажу «извините». Я потом себе придумала, что я извиняюсь не потому, что я хочу, чтобы они меня простили, а потому что я хочу показать, что я понимаю, насколько это катастрофа и насколько мне стыдно. Я понимаю, что это кошмар, и я хочу ему препятствовать. В Тель-Авиве у поезда встретила 2 девочек, у которых были такие футболки белые, как бы в красных пятнах, как кровь, и что-то написано, типа «Руки прочь от Украины». И я им подошла что-то сказать, и тоже абсолютно растерялась. Мне очень хотелось им что-то сказать. Мне было так стыдно. Они еще меня спрашивают: а ты из Украины? Я говорю: нет, я из Москвы. И это тоже мне было так почему-то стыдно это говорить. Я растерялась и начала что-то мямлить, и начала плакать, и они стали меня успокаивать. И это тоже мне было как бы... Я так хотела перестать плакать, но так не могла, и они меня утешали. Это просто... Я прям места себе не находила. Был такой чат, который я нашла среди множества чатов, именно подростковый, и я туда добавилась. Хотя я не очень люблю такой стиль общения. Вот. Но там в какой-то момент кто-то прислал: о, смотрите, в Иерусалиме будет как бы недельный лагерь. А это именно то, чего я искала, потому что я все время думала, что вот, мы вот все придем там творчеством заниматься и на этой почве подружимся. И я записалась и была в абсолютном восторге. В чат по лаборатории кто-то написал, что вот, а будут прогулы. И сразу все такие: а что за прогулы, а что? Пришла на первую прогулку. Эта прогулка известна как прогулка, когда мы стояли в пробке, как раз ехали к тебе. Мне очень важны люди, очень важно общение, а я лежала, выйти самой было слишком страшно, и все равно непонятно, что делать. После 24 февраля примерно на неделю мама приходила домой,
вот так вот садилась перед компьютером с новостями и качалась. И все. Ну, я ходила в школу вот так вот тоже с тем же оцепенением, которое было, когда я только приехала в Израиль. И так прошла неделя, потом он говорит, на ближайшую неделю мы уезжаем. Я узнала о том, что мы точно уезжаем, и когда? За 3 дня. Я прощалась с учителями. Моя латинистка прекрасная, она подарила мне на прощание игрушечную корову. Это единственное, что у нее было тогда с собой. И она сказала, что мы обязательно еще увидимся. А моя ученица по математике, она сейчас в Израиле. До этого она не планировала и уезжать. Она меня обняла, она плакала, она сказала, что когда-нибудь все вернемся, что Россия будет свободной. И она подарила мне на прощанье значок с дельфином. Очень многих вещей, которые там были, уже нет. Очень многих моих друзей, которые там были, уже там нет. Я уже не смогу туда вернуться. Слишком страшно. Мы сидели на этой крыше осенью с Люсей Шваменталь, и вдруг пошел первый иерусалимский дождь. Ну, а дождь для нас, для всех приехавших из России, ну, это что-то ужасно важное. И когда ты попадаешь в страну, в которой 7 месяцев нет дождя, вообще, что это такое? И вот этот вот дождь, который пошел именно когда мы были вместе, понимаешь, это же какая-то удивительная удача. И когда вдруг все эти подростки начинают счастливо танцевать под этим дождем, вообще не боясь промокнуть, это чудо. Ну, и на самом деле много было таких моментов, когда арт-лаборатория была, и когда девчонка вышла на сцену и хотела что-то сказать, и вдруг расплакалась, и все 50 человек пошли ее обнимать. И это было потрясающе. Ну, и ты думаешь, о господи, что вообще происходит? Как мы это сделали? И это не вполне мы сделали, они тоже как-то это умели. Мы создали пространство, в котором это работает. Играй, как сможешь, сыграй, закрой глаза и вернись. Не пропади, но растай, до колен поклонись. Мое окно отогрей, пусти по полю весной. Не доживи, но созрей, и будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной, со мной, осторожно, не спеша, с белым ветром на груди, где умрешь и в лед найти, ждет озябшая